Сегодня я вкратце расскажу вам о подтягиваниях. Дело в том, что подтягивание — это прекрасное упражнение для верха тела. Оно позволяет загрузить как спину, так и руки, предплечья, плечи. В общем, оно комплексное. Проблема заключается в том, что многие люди делают его неправильно. И сегодня я постараюсь рассказать о том, как научиться делать подтягивания наиболее технично, безопасно для здоровья и эффективно для нагрузки ваших мышц. Начнем с самого главного. Подтягивание — это в первую очередь упражнение для вашей спины. Безусловно, есть варианты, которые задействуют в большей степени руки, но я думаю, что многих интересует именно спина. И поэтому, делая подтягивание, вы должны делать акцент на работе ваших мышц спины, самой крупной из которых является широчайшая мышца. Она находится примерно вот здесь, то есть она идет от плеча и до ребер. Главная задача, которую выполняет эта мышца, это опускание верхней конечности вниз и приведение плеча к туловищу. То есть, для того, чтобы максимально ее нагрузить, вам нужно сделать так, чтобы в первоначальном положении она максимально растянулась. Вы можете добиться этого, если поднимете руку и развернете ее. В этом положении вы можете почувствовать, как у вас напрягается широчайшая. Это максимальное положение, когда она растянута. То есть самым эффективным хватом для прокачки ваших широчайших будет нейтральный хват, а не хват сверху. Таким образом, в теории все, что вам нужно сделать, это сначала полностью растянуть мышцу, затем полностью сократить. Но здесь мы сталкиваемся с другой проблемой, связанной с тем, что у большинства людей широчайшие мышцы спины значительно менее развиты, чем мышцы рук. И поэтому они начинают подтягиваться за счет силы рук. Мы к этому еще вернемся, но сначала давайте рассмотрим подтягивание по этапам. То есть, в принципе, все упражнение можно разделить на 4 составляющие. Это вис на перекладине, это начало движения, это продолжение движения и это верхнее положение. Начнем с самого начала, начнем с виса на перекладине, потому что многие ошибаются и в нем тоже. Я показываю пример на обычном турнике, а не на нейтральном хвате, потому что он здесь ближе и мне так удобнее. Суть в следующем. Когда вы висите на турнике, какие основные моменты, на которых вы должны делать акцент? Во-первых, ваши ноги. Они должны быть соединены вместе, но не скрещены и не согнуты. Поначалу так будет сложнее, но в этом и смысл упражнения, в том, чтобы нагружать ваши мышцы. Используя силу пресса, вы должны удерживать ноги всегда перпендикулярно земле. Таким образом, будет сложнее делать, как я уже сказал, но вы будете прокачивать больше мышц. Второй момент. Когда вы висите на турнике, ваши плечи должны быть опущены и отведены назад. Довольно частая ситуация, если вы посмотрите, многие, когда подтягиваются, они притягивают плечи к ушам. Это опять же происходит из-за недостаточной силы и развитости мышц, и вам нужно следить за тем, чтобы ваши плечи всегда во время выполнения всего упражнения, начиная с начальной фазы виса и заканчивая, когда ваш подбородок уже находится над турником, плечи были отведены назад. Только таким образом вы сможете по-настоящему задействовать широчайшие и снять нагрузку с мышц рук. Дальше. Ваша шея. Шею нужно держать в естественном положении, в том же самом, как вы обычно ходите и смотрите вперед. Не нужно вытягивать ее вверх, не нужно вытягивать ее вперед, не нужно вообще с ней ничего делать. Чуть дальше мы еще, когда будем рассматривать третью фазу, увидим, как многие пытаются дотянуть себя именно шеей, чтобы подбородок оказался над перекладиной, и этого делать тоже не нужно. Переходим ко второй фазе подтягивания. Это переход из стартового положения, из положения виса в первое положение, начало движения, так называемое. Я знаю, что на видео, скорее всего, было вообще непонятно, что я пытался сделать, поэтому объясню словами. Суть в том, что начинаете вы движение с того, что пытаетесь сократить широчайшие мышцы, сохраняя при этом руки прямыми и вытянутыми. То есть вы пытаетесь отвести мышцы спины назад и таким образом подтянуть себя вверх к турнику. Сохраняя при этом руки прямыми, вы не даете им нагрузки, и начало движения делаете исключительно за счет широчайших мышц. То есть у вас будет работать целевая мышца. Сейчас мы перейдем к следующей стадии, когда уже подключаются руки, и вы на самом деле поймете, что я имею в виду. То есть сначала вы включаете спину, затем включаете руки. Только таким образом. Если вы хотите подтягиваться там больше 20 раз, то вы вряд ли сможете вытянуть их исключительно за счет силы рук. Вам нужна спина, вам нужно научиться включать спину в работу.
Это может быть немного сложно понимать на словах, но если вы начнете тренироваться, начнете делать, начнете пытаться делать акцент на тех мышцах, на которых нужно делать акцент, вы поймете, о чем я говорю. Следующий момент, о котором вам нужно помнить и который относится уже к третьей фазе выполнения упражнения, это ваши локти. Если вы хотите действительно грузить широчайшие мышцы, то ваши локти все время должны двигаться в одной плоскости, то есть они должны уходить вниз ровно, они должны уходить назад и выходить за вашу спину. Это, с одной стороны, сделает упражнение более эффективным, с другой стороны, оно более безопасно будет для ваших плечевых суставов, если локти будут двигаться именно к телу. То есть они находятся перед вашим телом в стартовой позиции, и в заключительной точке они должны находиться на той же линии, что и ваш корпус. Вот таким вот образом. Если демонстрировать это на турнике с нейтральным хватом, то сейчас покажу, если у вас нейтральный хват на одной перекладине. То есть, если вы выполняете подтягивание нейтральным хватом на одной перекладине, то у вас даже, не знаю, как должно получиться, чтобы локти ушли за спину. Вот. Но если вы выполняете на двух перекладинах, такое может произойти, и вам нужно следить, чтобы этого не происходило. Дальше. Четвертая фаза, она же заключительная, когда вы уже подтянулись до конца. В какой момент определить конечную точку вашего движения? Как я уже говорил, не нужно никогда тянуть шею вперед, потому что это не очень хорошо для ваших шейных позвонков и для вашей шеи. Относитесь внимание к своему здоровью и думайте о нем в первую очередь. Поэтому ваша итоговая точка, конечная точка амплитуды будет там, докуда вы можете себя дотянуть именно мышцами. То есть, сохраняя естественное положение шеи, куда вы смогли себя вытянуть мышцами, там и закончили. Не нужно пытаться тянуться выше. Если вы не можете вначале потянуться таким образом, чтобы подбородок был выше турника, окей, с течением времени вы научитесь. То же самое касается и подтягиваний до груди. Вы должны делать это за счет силы мышц, а не за счет там инерции, махов ногами и подобных штук. Вообще, на самом деле, очень большое замечание. Не нужно никогда портить свою технику в угоду количеству. Количество, оно придет со временем, как только вы наберете силу. Но если вы будете портить свою технику, делать там киппинг, махать ногами, волны всякие, я не знаю, что еще придумаете для того, чтобы просто делать большее количество на турнике, это ничего не дает. Это не дает ни силы, это не дает ни здоровья. Вот, воркаут — это в первую очередь здоровье и развитие. А поэтому после того, как вы подтянулись, закончили подтягиваться, выполнили все повторения, которые хотели, самая главная вещь — вам нужно учиться правильно слезать с турника. И это тот момент, на котором очень многие заваливаются. Очень многие неправильно сходят с турника. Дело все в том, что пока вы висите, ваш позвоночник находится в растянутом положении. И если вы вдруг решите неожиданно спрыгнуть, то это создаст ударную нагрузку компрессионного характера, что не есть хорошо для вашего позвоночника. Особенно если мышцы, которые идут вдоль позвоночника, недостаточно развиты. Поэтому в идеале найдите тот турник, на который вы сможете забираться, вставая на цыпочки. Таким образом, вы сможете с него исходить, тоже вставая на цыпочки, и это будет обеспечить мягкое схождение. Либо же, если вам приходится запрыгивать на турник, всегда, когда прыгаете вниз, приседайте. То есть вы должны компенсировать эту ударную нагрузку. Никогда не спрыгивайте на прямые ноги, и ваш позвоночник скажет вам спасибо. На самом деле, о подтягиваниях можно говорить очень-очень долго, потому что их существует огромное множество видов, и в воркауте их постоянно изобретают новые. Но здесь такой момент, что нужно тренироваться, а не говорить, потому что многое из того, что я сейчас вам сказал, вам будет проще осознать, когда вы сами до этого дойдете. То есть я просто вам показал какие-то ключевые моменты, на которые нужно обращать свое внимание, но вам нужно прочувствовать им самим. Только тогда будет толк, только тогда вы поймете, о чем я говорю. И я знаю это по собственному опыту, потому что я тоже много чего читал, много чего смотрел, но начал понимать только когда сам начал доходить до этих вещей, когда начал осознавать, что я делаю. Вот как-то так. На этом наш сегодняшний рассказ о подтягиваниях будет закончен. Я надеюсь, видео оказалось вам полезным. Если да, то лайкайте, ставьте пальцы вверх, делитесь с друзьями, а мы будем выкладывать больше интересных видео на канал. Всем спасибо, с вами был Антон Кучумов, и до следующих встреч.